Друзья, приветствую вас на канале. Вот прошло 2 недели, как мы отнерестили зеленую и красную тернецию. И вот такое количество малька получилось. Ну, зеленых совсем практически мало, ну а красненьких так чуть-чуть есть. И я вот решил сегодня опять отсадить эти пары, которые 2 недели назад нерестились, еще раз на нерест. Кстати, а вот здесь находятся и наши производители. Вот смотрите, справа внизу в углу красные самец и самочка. Самец такой вуалевый, симпатичный. Самочка такая, уже она не молодая. Ей уже больше года, где-то 1,5 года. Вот. И зеленые. Вот зеленая, которая вот полосатая самочка. Вот она справа от нас. И один из самцов зеленых. И сейчас я попробую их выловить и еще раз посадить на нерест. Значит, подготовил 2 нерестовика. Установил вот такую крупную сетку, размер ячейки 10 на 10 миллиметров, ну, сантиметр на сантиметр. Налил сюда воды, 5 литров здесь налито воды из-под крана, которая у меня бежит. И 2 литра осмоса. То есть всего 7 литров воды. Обогреватель, продувочка. И вот еще один такой же нерестовичок. Тоже обогреватель, продувка. Объем воды такой же, состав такой же. Температура воды 26 градусов. Столб воды 17 сантиметров. Ну, как обычно, я нерещу с таким уровнем воды. Вот смотрите, какие получились у нас красивые пары. Вот самец прямо под той стеночкой. Красавчик с зелеными глазами. Ну, сейчас камера не передает. Самочка. Такая тоже чуть-чуть с полосочками. И сейчас посмотрим на других производителей. Вот здесь, смотрите, вот такие красавцы. Довольно-таки крупные. Самочка такая около 5 сантиметров. И самец с хвостом тоже такой достаточно мощный. Но они в прошлый раз у меня отнерестились. Но как-то было большее количество плохой икры. Но была и хорошая. Получили личинку мы тоже. Но плохой было больше. Посмотрим, как будет в этот раз. Вот такие красавчики. У них получились малечки из прошлого нереста. Итак, ну что, утро наступило. Уже почти 11 часов дня. Давайте посмотрим, что у нас наши зеленые. Короче, я ничего не вижу. Зеленые нереста не было. Сидят такие, что-то думают. Давайте посмотрим на красных. Так, красные. Ну, вода не мутная, скорее всего, что ничего нету. Ну-ка. Ну, нету икры. Короче, они не отнерестились. Значит, какое я принимаю решение? Сейчас я им подброшу еще по одному товарищу, то есть по одному самцу. И пускай они попробуют завтра с утра 2 самца и самочка. Может, у них что-то произойдет. Возможно, какая-то конкуренция появится у самцов. И рыбки отнерестятся. Ну, такой эксперимент проведем. Итак, напарник у самца есть. Завтра посмотрим на результат. Так, у красного тоже напарник есть. Он пока там внизу находится, но акклиматизируется. Но завтра посмотрим. Итак, друзья, утро вторых суток. У нас получается трио. Ну, здесь смотрю, вот водичка такая светлая, наверное, результат нулевой. Ну-ка. Да, икры нету. Короче, зеленые почему-то не срабатывают. Самочка толстенькая,
Ну, дела нету. Возможно, самцы какие-то неправильные. Давайте посмотрим на красных. Так, красная тройка у нас. Самцы красивые, такие валевые. Один валевый, один нет. О, ну этих я вижу, да, у этих икра есть. Вон видно там дальше, ближе здесь. Ну, видно, есть вот и белая, да. Но там есть и хорошая, прозрачная. Ну, я сейчас этих производителей уберу. И мы до вечера за икрой понаблюдаем. Потом постараемся ту, которая плохая, уберем. И будем смотреть за развитием личинки. Ну вот еще полчаса времени прошло, смотрите. Убрал я белую икру всю. И вот столько у нас получилось икры. Вообще, смотрите. Там подсветить можно вот так. Вот, смотрите, ее там сколько. Ну, я думаю, 1000 точно есть. Ну, теперь посмотрим, сколько будет личинки. Плохой икры нет, значит, я сюда ничего добавлять не буду. Эритромицина не буду добавлять, ни синьки. Посмотрим, как у нас выклюнется личинка, испортится ли вода. Ну, обогреватель работает. Сейчас я включу продувочку. И пускай икра развивается. Вот можно посмотреть на икринку поближе. Что самое интересное, что красные производители, но икринка есть и красная, а есть такая непонятного цвета. Ну, будем наблюдать. Итак, друзья, наступило следующее утро. Это получается у нас 3-й день, как были отсажены у нас производители. На 2-й день красные отнерестились. И вот вчера, то есть, и вот у них, смотрите, сколько получилось личинки. Короче, ее там так нормально. Но я вчера вечером все-таки растворил таблеточку эритромицина, видите, немножко пенится вода, потому что посмотрел, начала мутнеть вода. И думаю, чтобы личинка не пропала, перестраховался. Здесь ее такое много ее очень, и поэтому не захотелось ее особо потерять. Ну а вот наши зеленые, которых я оставил еще на 3-е сутки. Вот смотрите, сегодня произошел нерест. Есть икра на дне. Но самочка все равно какая-то толстая. То есть, ну, подожду еще час-полтора. Возможно, еще что-то выметается. И потом уберу этих производителей. И мы будем наблюдать за развитием этой икры, когда появится личинка. Ну а сюда, я думаю, нужно поставить запущенный аэрлифтный фильтр. И пускай он работает здесь. Для того, чтобы здесь была нормальная водичка. Друзья, итак, 1,5 суток, как прошел у нас нерест. Хотел вам показать нашу красную тернецию. Вот смотрите, какой прикол. Вот она плавает сверху, личинка, видите? В такие клубки собирается и плавает. Вот мы сейчас снизу подсмотрим на них. Вот видите, такие как плавает. Некоторые сидят вон там на стеночках, есть сидят. Вот можете видеть, некоторая часть сидит на стеночке, на этой. Вот слева есть, там на дне, под фильтром. А некоторая часть вот плавает, видите, карусели у них такие. Вот давайте сверху еще покажу. Смотрите. Карусел, карусел, кто хотел, тот и сел. Сейчас так вот их немножко постукаю по этому. Или светом вот так вот их испугать, они поразбегаются. Потом опять собираются. То есть личинка все живая, но она как бы висит вот так вот под низом. Видите, прикол какой? Вот такое ее количество. Итак, что у нас по зеленой? Значит,
много побелевшей икры, но есть немножко личинки. Видите, вон одна, там, ну, десятка, два там, наверное, есть. Может, чуть больше. Короче, сейчас я шлангочкой их выловлю и брошу туда к красным. И пускай они вместе развиваются. Короче, непонятно, то ли самцы, то ли икра недозревшая или перезревшая, непонятно. Ну, результат по зеленым не очень. Ну, а красные, вот, все нормально. Карусели продолжаются. 2 суток, как прошел нерест. Все у них хорошо. Фильтр стоит, водичка идеально чистая. Ну что, прошла еще секунда. А на этот момент съемки видео 3 суток, как был нерест. Значит, смотрите, некоторая личинка начинает уже, пытается изображать плавательные движения, но основная масса еще, вот смотрите, справа на стекле висит она, на фильтре, слева вот тут на стеночке ее, как ее там показать, ну тоже ее много, на передней стеночке вот она сидит. То есть еще она пока не плавает, но вот вверху есть некоторые, которые что-то изображают. Я думаю, к вечеру уже будет какое-то количество, и личинка начнет плавать. И надо будет не пропустить этот момент. Надо ее начинать будет кормить. Потому что от этого момента, то есть от первого кормления, зависит дальнейшее ее развитие и рост. Ее здесь достаточно много. Но кормить мы ее будем. Есть у меня солоноводная коловратка. И может быть инфузорий им дадим сюда. Хотя тернеция, малек, у него рот большой, даже когда он маленький. Он может его свободно брать артемию живую, ну, которая только выклюнулась. Но мы для подстраховки, у нас есть такой корм, коловратка и инфузория. Мы дадим сначала рыбкам покушать этот корм. Ну вот, сверху я снимаю, можно видеть, что некоторые личинки уже начали плавать, то есть превратились в мальков. Вот они сверху на поверхности находятся. Ну вот, для вас прошла секунда. Значит, вот на данный момент 3,5 суток, как был нерест наших красных тернеций. Значит, хочу вам показать, что уже часть малька начала плавать. Утром она еще не плавала. Ну, пытались там единичные рыбки. Но сейчас уже видно, что достаточно большая часть их начала плавать. Ну, как вы видите, некоторые еще висят на стеночках нерестовика, то есть еще пока не плавают. Но мы этот момент пропустить не должны. И сейчас мы этим рыбкам дадим солоноводной коловратки, для того, чтобы у них произошло первое потребление пищи, так скажем. Потому что если этого вовремя не сделать, то вот этот малек, который начал плавать, а тот, который еще не плавает, будет плавать позже, вот этот малек, который начал плавать, может просто истощиться его организм, и он может начинать уже через сутки погибать. Поэтому мы сейчас будем давать им кушать. Значит, смотрите, друзья, вот я насыпал солоноводную коловратку. Можно видеть такие беленькие точечки. И вот малек наш сейчас плавает и ее ловит. И это будет хорошим стимулом для того, чтобы он начал хорошо развиваться. Вот эти, которые на стеночках висят, они тоже поплывут. Ну, кто-то ночью, может, поплывет, кто-то вечером, либо к утру. Но я думаю, завтра утром уже все они будут плавать. И они постепенно будут это кушать и насыщаться. Итак, друзья, незаметно прошла ночь. Вот сегодня 4 суток, как был нерест. Смотрите, практически весь малек уже плавает. И сегодня утром мы его покормим инфузорией. Посмотрим, как он будет ее кушать. Вот вы можете видеть, вчера с аулофоруса слил
на ночь воду. И вот инфузория снизу перебралась вот сюда, в чистую воду. И мы ее сейчас будем давать малькам. Обычным шприцом набираем и заливаем в нерестовичок. Вот берем и капаем со шприца. Вот такой шприц у меня. Вот уже видно, инфузория распространяется. А везде вот так вот рассыпаем по всему. Вот, видите, ее там сколько. И малек вот сейчас плавает и ее хватает. И сейчас он насытится. Хотя, как я говорил, малек тернеции может кушать и сразу артемию. Но хуже не будет, если мы его покормим сначала коловраткой, а сегодня с утра инфузорией. А на вечер можно будет ему давать уже пробовать артемию. Когда он уже весь немножко окрепнет, думаю, он будет ее кушать. Все, до вечера. Итак, друзья, еще прошло полдня. То есть, скажем, уже 4,5 суток, как прошел у нас нерест. Вот, смотрите. Посмотрел я, там на дне еще была инфузория у рыбок. То есть, они целый день кушали. И решил им дать уже, попробовать артемию. Смотрите. Практически вся рыбка ест артемию. По одной, по две, по три, у кого уже в животиках, можно это рассмотреть. То есть животики желтые, говорит о том, что рыбка ест артемию. Вот они покушали и вверху так сосредотачиваются. И плавают практически уже все. Вот прошло еще полчаса, и малек тернеции покушал. И весь стоит на поверхности. Думаю, что это один из лучших нерестов красной тернеции, который у меня был. Просто красота. Итак, прошло 7 суток с момента нереста. Вот, пожалуйста, у нас наша красная тернеция. Там даже где-то даже зеленая должна быть, но я что-то ее не наблюдаю. Но я личинки туда к ним подсаживал, к этим красным. Вот такая рыбка. Полностью кушает артемию. Хорошо развивается и хорошо себя чувствует. Животики желтенькие. Друзья, кому понравилось видео, не забываем поставить лайк. Подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал. Есть желание, напишите, с какого региона вы смотрите мои видео. Будет очень приятно. Спасибо. До встречи на канале Разводня как хобби.